Привет, Технозон и NVIDIA Shield TV Pro 2019 года. У нас на канале с обзором и с ее невероятно крутым пультом. И что же это за зверек такой в 2019 году вышел? Про-версия. Давайте разбираться, поехали. Один из самых ожидаемых девайсов 2019 года. Самый крутой Smart TV Box, который есть на рынке не только по цене, а еще и по своим возможностям. Дело в том, что если соизмерять возможность NVIDIA Shield TV Pro 2019 года и ее, вернее, возможности и ее цену, то поверьте, эта цена ни о чем. Почему? Да все просто. Это 8-ядерный процессор с 4 ядрами Cortex A53, с 4 ядрами Cortex A57, который работает на частоте 2 ГГц, 256-ядерный графический ускоритель от NVIDIA, и с помощью этого ускорителя вы можете без проблем играть в игры эксклюзивы, играть в любые Android TV игры, даже самые тяжелые. Мало того, вы можете без проблем стримить игры с NVIDIA Games, с NVIDIA GeForce Now серверов. В частности, я играл в StarCraft 2, я вам все это покажу на обзоре. Я играл, это близзардовские игры, да, там можно играть в Blizzard. Я играл в Лару Крофт, я играл в Half-Life 2. И там еще очень много разных игр, в которые можно играть. Притом там есть поддержка Steam. Но видео по играм именно для NVIDIA Shield TV Pro 2019 года у нас будет отдельно на канале. Поэтому подписывайтесь, нажимайте колокольчик, пропустите, я 100% уверен. А также еще мы разыгрываем огромное количество ценных призов, подарков. Да, возможно, мы и разыграем вот такую вот NVIDIA Shield TV Pro 2019 года. Следите за новинками на канале. Поэтому подписка и колокольчик обязателен. Что ж, поехали немножечко по самой NVIDIA. Во-первых, она выглядит абсолютно одинаково, так же как NVIDIA Shield TV 2017 года. Вот просто полностью абсолютно одинаково. Здесь примерно такой же процессор от NVIDIA Tegra X1, только здесь появился плюс. Хотя AIDA 64 выдает у нас то, что это модель T210. Поэтому не знаю. По мне так это тот же самый процессор, но с новыми плюшками. Какими плюшками? Да все просто. В 2019 году NVIDIA получила сертификацию и добавила поддержку Dolby Vision с Dolby Atmos в свои устройства. NVIDIA и раньше поддерживала Dolby Digital звук, но вот именно с Dolby Vision раньше ничего не было, а сейчас есть. И, кстати, вот вам подтверждение того, что здесь есть Dolby Vision, картиночка, она показывает то, что при включении, например, контента в Dolby Vision, это, например, Netflix тот же самый, вы видите включение именно в Dolby Vision режим. Поэтому всем любителям Dolby Vision посвящается. Да и Dolby Atmos в том числе. Насчет звука. Она может декодировать Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby Atmos. Dolby True HD, DTS HD Hi-Res, DTS X и DTS вообще находятся в режиме Pass-Through. Поэтому они не декодируются, они просто в режиме Pass-Through транскодируются, пробрасываются на устройства, которые его будут уже декодировать самостоятельно. Это либо ресиверы, либо ваши телевизоры, которые поддерживают эти самые DTS в различных форматах. Что еще уникального есть в этом Shield TV Pro 2019 года? Это апскейлинг. Апскейлинг здесь заявлен был производителем как мега грандиозная фича. Грандиозная фича в плане того, что вы можете смотреть. Вот я сейчас вам объясню, как они заявились и как они позиционируют. И объясню, что же на самом деле себя представляет апскейлинг. Мы там полный тест апскейлинга покажем. Дело в том, что они заявляют, что он работает 720p, 1080p, to 4K. То есть это апскейлинг. Он расширяет изображение с разрешением 720p и 1080p до 4K с помощью алгоритмов, которые были получены в процессе машинного обучения. В данном случае это делает искусственный интеллект. Так как здесь есть 256 CUDA ядер, как я их называю. Вообще CUDA это ядра, на которых может работать нормально искусственный интеллект. Я думаю, что для NVIDIA это не была проблема сделать. Насколько у них получилось или нет, судить вам. Мы вам покажем результат конечный. Но я вам скажу еще небольшой секрет. Он может также апскейлить разрешение 480p. 360, 240 он уже, конечно же, не апскейлит, но 480p он тоже улучшает резкость изображения, улучшает его качество, поэтому мыло вы сможете немножечко улучшить в качестве.
А вот что мне не понравилось, это то, что, допустим, 720p отличный от 30 кадров в секунду не будет апскейлен, потому что это неподдерживаемый режим. Не умеет он пока что этого делать. Я специально в обзоре буду показывать от 480p, прошу не кидать меня тапками, то есть я пытался показать вам, что из себя вообще он представляет и в различных режимах, насколько он хорошо апскейлит. Вообще, есть у меня такое наблюдение, что апскейл получается лучше для видео, которые когда-то снимались изначально в высоком качестве. Видео, которые когда-то снимались в качестве низком, они и получаются все равно мыльные. То есть нормального апскейла не будет. То есть если вы есть нативное видео в 720p, то вы нормального апскейла не получите. Оно все равно будет мыльноватое. Если когда-то видео снималось в 4К, потом было даунскейлено до 720p, то из 720p вы получите вполне приемлемый 4К формат. Насчет автофреймрейт. Автофреймрейт в данном шильде есть, и он самый правильный, который может быть. Он реализован через Google API, то есть доработан NVIDIA Shield, работает в приложениях, которые его поддерживают. В частности, воспроизводить можно в коде, воспроизводить можно в Vimeo Media Player. У вас будет самый правильный автофреймрейт, потому что NVIDIA Shield поддерживает все дробные частоты и все разрешения, которые могут быть. Это удобно, классно, круто. Насчет пульта. Пульт — это произведение искусства. Да, мне не нравится то, что он треугольный и он заваливается на один из боков. Но, ребят, он светится в темноте, это раз. Ночью это очень удобно. Во-вторых, у него реализована фишка, это инфракрасный порт. То есть здесь он классно реализован, он сразу обучаемый телевизор у вас получается, он сразу обучается, он подобрал инфракрасные коды к моему ресиверу Harman Kardon, он подобрал инфракрасные коды к моему телевизору, при этом вы можете выбирать режим работы с этими устройствами, либо ЦИК, либо инфракрасные порты, это все комбинировано. Плюс расширенный функционал, кнопка Netflix на пульте, я очень люблю Netflix, есть у нас кнопки навигации, мультимедиа, вы можете нажимать назад, вперед, play, pause, очень расширенный пульт, классный материал, и он, кстати, обновляется. Он тяжелый, приятный, и это тоже один из лучших пультов, которые можно найти на рынке. Ни один из пультов для Android TV не сравнится с ним. Насчет геймпада. Геймпад не идет в комплекте, но геймпад IPEGA 9090 оказался на 100% совместим с NVIDIA играми, вообще с NVIDIA Games. И мы смогли играть как в GeForce Now игры, так и в эксклюзивы, которые покупаются в Play Market. Поэтому мы настоятельно рекомендуем как замену стандартному геймпаду, который стоит действительно баснословных денег. Конечно же, в стандартном геймпаде NVIDIA Shield там очень много возможностей, вы вообще можете его использовать в качестве постоянного пульта, но если вы не хотите тратить много денег, а хотите все-таки поиграть на NVIDIA Shield, то вот IPEGA 9090. По сетевым возможностям. Это самые крутые сетевые модули, которые, мать его, я видел вообще на Smart TV боксах. По 400 мегабит на загрузку-выгрузку на хорошем роутере он вытягивает просто запросто. Просто запросто. По LAN RJ45, конечно же, это выдает там под 900 мегабит, 800, 900, в зависимости от нагрузки сетей. И, конечно же, 2,4 ГГц здесь не настолько хорош, например, как в Yugus AM6. В Yugus AM6, допустим, он вытягивает до 100 мегабит свободно, здесь 70 максимум, что у меня получалось. Хотя я подозреваю, что это все зависит еще от роутеров, возможно, на других роутерах, более интересных, чем которые есть у нас в студии, будет показывать скорость еще лучше. Но, а в целом, игровые возможности просто безбашенные, действительно безбашенные. Все реализуется через NVIDIA Games, есть специальное приложение, у вас доступны эксклюзивы в Play Market, в отличие, кстати, от NVIDIA Shield простого, там эксклюзивов в Play Market я не нашел. Ну, с этим будем отдельно разбираться на его отдельном обзоре. Если его еще нет на канале, то он будет, а если он уже есть, то прошу, милости просим, смотрите, ссылка будет в описании. Ну и, конечно же, там же будет ссылка на этот самый NVIDIA Shield TV Pro 2019 года. Для России купить проще. Для тех, кто живет не в России, допустим, для Украины, я покупал через Нова Почта Шоппинг. Это международная доставка. Ну и для других стран вы можете покупать на Амазоне. Тоже ссылки лежат в описании под видео. Да и вообще не маленькие, разберетесь. Вбейте в Google посредники для покупок из США. И я вообще советую вам покупать с официального сайта NVIDIA. Это будет самый проверенный, самый лучший вариант. При этом у вас будет worldwide гарантия. Вы можете там предъявлять какие-то требования, customer service,
Короче, ребят, ссылки там внизу, идем смотрим. Я думаю, разберетесь, как приобрести этот самый NVIDIA Shield TV Pro. Но однозначно советую вам дождаться нашего резюме по этой приставке для того, чтобы понимать, что она из себя представляет. Ну а также я вам скажу и анонсирую некоторые видосы, которые будут на канале. Это будет батл Shield 2017 года с 2019. Будет у нас батл различных достаточно мощных ТВ-боксов с этим самым Shield 2019 года. Именно Pro-версии. Почему? Потому что если брать сам процессор без графической системы, то он по скорости процессор работает, если брать показатель по Giga IPS, он работает на такой же скорости, как iMlogic A311D на 2,2 ГГц. Даже A311D в некоторых местах может быть чуть-чуть быстрее, и то это, ну там единицы. Но в принципе, ребят, берем NVIDIA Shield TV Pro 2019 года. Берем вообще эту коробку, посмотрим полную распаковку, переходим. Очень много всего интересного нас ждет. Вы все давно ждали этот обзор, поэтому я говорю вам хавабанг, ребята. Это же Бубльгум и NVIDIA Shield TV Pro 2019 года. Поехали, ребят. Shield приехал, NVIDIA Shield TV Pro 2019 года. Не будем затягивать. Он, кстати, в таком пакетике прикольном, шелестявом. Так его отгружает, по крайней мере, NVIDIA. Спереди у нас ничего интересного, информативного. По бокам, ага, у нас здесь есть обозначение. Dolby Vision, Dolby Atmos, 4K HDR, AI, ну давайте по-русски, II Upscaling, то есть здесь есть Upscaling до 4K, 2 USB 3.0, Plex Media Server, Premium Android Games и 3 гигабайта на 16 гигабайтов хранилища. Надеюсь, что еще выйдет версия с жестким диском. Также у нас здесь есть характеристики. Характеристики у нас есть NVIDIA Tegra X1 Plus процессор, 256-ядерный NVIDIA GPU, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, 3 гигабайта RAM, 16 гигабайт хранилища, ну здесь тоже все то же самое, 802 AC, Dual Band, MIMO, Wi-Fi, гигабитный Ethernet, Bluetooth 5.0. Слушайте, ну крутые характеристики. Будем вскрывать, не будем тянуть кота за причинное место. И у нас здесь есть пломбы такие, которые если ты вскрыл, то хрен ты потом их закроешь. Так же, как они закрыты сейчас. Все, есть. Поехали вскрывать. Берем за эти же пломбы и начинаем тянуть вверх. Слушайте, коробка плотная. Вау. Вау. Единственное скажу, он немножко в пыли. То есть в закрытой коробке он сверху немного в пыли. Но это мелочи жизни. Я думаю, что это издержки производства. Знаете, он ничем не отличается от Shield 2017 года. Абсолютно ничем. У нас... Он даже по размеру такой же. Давайте мы сейчас все достанем с коробочки, посмотрим, что у нас в комплекте, потом вернемся к Shield. Пульт. Какой он тяжелый, кстати. Я очень скептически относился к этому пульту, потому что я считал, что он какой-то, недопластик. А он тяжелый, классный. Ладно, дальше. Вскрываем, скажем так, взрываем. У нас здесь есть форма NVIDIA адаптер. NVIDIA адаптер, у меня есть где-то адаптер под евровилку, интересно, подойдет или нет, надо будет проверять. Должен подойти, он абсолютно идентичный. Адаптер, кстати, у нас на 19 вольт, 2,1 ампера, мощная штукенция. И все, больше здесь ничего нет. К сожалению, NVIDIA Shield Pro поставляется без геймпада. Есть какие-то маленькие вот такие вот инструкции, которые, откровенно говоря, нечитаемые. Больше у нас там внутри ничего нет. Чтобы вскрыть, нужно подорвать саму коробку. Мы заглянем на всякий случай. Нет, там абсолютно пусто. Убираем коробочку, возвращаемся к самому шильду. Здесь есть внутриактивное охлаждение. Здесь есть 2 USB 3.0, здесь есть HDMI, LAN RJ45 и питание у нас происходит вот через вот такой вот интерфейс специальным блоком питания. Мы его подключили. HDMI кабеля, кстати, в комплекте нет. Вот на этот счет я вам скажу, NVIDIA Shield жлобы. Но я их в принципе-то понимаю, потому что очень хороший кабель стоит дорого, это бы привело бы к удорожанию. Кстати, здесь вот эта вот прикольная прорезиненная подложка, то есть он будет очень, он как влитой. То есть можно, в принципе, слышите, у меня даже стол распаковочный шатается, он очень крутой. Очень тяжелый, очень крутой. Насчет пульта. Пульт, конечно, преобразился. По сравнению с Shield 2017 года, это произведение искусства, я считаю.
Хотя мне немножечко не нравится то, что он не лежит кнопками вверх. Я люблю иногда, знаете, как пульт лежит и нажать просто-напросто на кнопку сверху, не поднимая его. Вот возьмем микуловский пульт. То есть я люблю, когда он лежит напротив телевизора, там нажать ОК, либо там что-то переключить, да неважно. Вот в этом есть неудобство. То есть он будет либо так, либо должен стоять у вас таким образом. Теперь, что у нас внутри пульта? Нам нужно сдернуть крышку, посмотреть. Ага. У нас в комплекте две батарейки. Это, похоже, Duracell. Это Duracell и есть. Duracell OEM. Так называемые, это те, которые покупают производители американские для своих девайсов, либо для пультов. Что в Америке все выглядит по-другому, не так, как у нас, и с батарейками тоже там в комплекте все совсем по-другому. Не знаю, насколько хватит, потом будем делать обязательно отзыв владельца через время, поэтому подписывайтесь на канал. Закрываем пульт. Что из кнопок у нас есть? Ага, все, закрыли. Что из кнопок у нас есть? Есть у нас питание, субменю, навигационное кольцо, есть кнопка назад, кнопка домик, и вот что добавили Shield, очень удобно, это кнопки навигационные для управления мультимедиа, вперед-назад, play, pause. Есть у нас кнопка голосового интерфейса и Volume Up, Volume Down. Это было слабое место Shield 2017 года, когда вы брали пульт и он цепляли пальцем, там была сенсорная кнопка, и у вас постоянно слетала громкость. И есть кнопка Netflix. Так как я использую Netflix, меня это радует. Что ж, берем наш NVIDIA Shield Pro 2019 года и идем обозревать как абсолютно новую приставку. NVIDIA Shield Pro 2019 года, интерфейс ничем не отличается от предыдущей модели. Но первое, что нас выделяет от других Android TV устройств, это наличие NVIDIA Games. Насчет NVIDIA Games интересный момент у нас получился, но мы будем его разбирать отдельно. Это стандартный интерфейс Android TV, у которого есть и голосовой интерфейс. Давайте нажмем самый лучший фильм. Он распознал даже мою возьмем. У него очень быстрая реакция. То есть, если в других Android TV устройствах вы нажимаете и у вас есть буквально секунда до того, как вы начнете говорить, то здесь после нажатия на кнопку голосового интерфейса происходит мгновенный захват голоса, поэтому нужно молчать. Самый лучший фильм. Вот, видите, все, нормально. Самый лучший фильм найден. Сейчас посмотрим, где он его найдет. Это у нас Android TV поиск, в ролях YouTube, Smart YouTube TV, Lazy Media Deluxe. У меня просто ничего больше не установлено, ни HD Video Box, ни других там каких-то сторонних источников. Все те же стандартные каналы, которые есть в Android TV. Кстати, рекламный канал можно отключать. Все перемещаемо, все просто шикарно. Вот есть у нас изменения в главном меню приложений. Потому что NVIDIA добавила, оно и было, отображение неподдерживаемых приложений, которые вы устанавливаете из сторонних источников, например, с флешки. Google Chrome ни на одном из Android TV устройств не отображается в меню, как в принципе и простой Aptoide, даже не Aptoide TV. Они никогда не отображались и приходилось использовать Sideload Launcher. Но тоже не все так просто, не все абсолютно приложения он отображает. В данном случае он у нас не отобразил Throttling тест и еще там какую-то муть мелкую, вот типа галереи. Поэтому все-таки Sideload Launcher я бы советовал устанавливать на NVIDIA Shield. Конечно же, у нас нет ни верхней строки, да к тому же здесь ее и разворачивать нечем. Мышь мы-то используем, но мы используем мышь только лишь для каких-то тестов и сторонних приложений. Но при нажатии двойном на домик мы получаем с вами последние запущенные приложения, можем их закрыть. Вот, пожалуйста, все просто закрывается, переключается между ними. Несмотря на то, что здесь 3 гигабайта, а не 4 гигабайта оперативной памяти, работает это очень шустро, и вы даже не ощущаете никакого дискомфорта. Даже в самых тяжелых играх, типа Doom 3 BFG, в Half-Life 2 мы покажем, как это все работает. Настройки, поехали. Настройки у нас одни из самых крутых. Вот Yugus в плане чистого андроида, там действительно очень много плюшек, а вот в плане Android TV, то самые крутые, они действительно именно в Shield. Первое, что бросается в глаза, перейти в спящий режим, перезагрузить вы можете сразу же, и интеллектуальное масштабирование. Это именно та фича, апскейлинг в 4К, фича классная, вот несомненно классная.
Меню стандартное у нас для сети интернет, но есть еще и разрешить каналы малой мощности. То есть разрешить каналы малой мощности, это иногда бывает, что маломощные роутеры и не видит NVIDIA Shield. У меня такое было с Tenda AC10, не знаю, почему он сразу его не видел. Я подключил каналы малой мощности, он у меня заработал. И плюс полоса пропускания вы можете выбрать авто или 5 ГГц принудительно или 2,4 принудительно. Это, кстати, для спаренных сетей тоже вопрос такой. Wi-Fi роуминг включен и IPv6 включен. Настройки устройства. Об устройстве. Название Shield. Кстати, насчет обновления системы. После того, как я его получил, включил, у меня сразу же прилетела обнова как для самого Shield, так и для пульта. Пульт тоже получает обновы. Честно говоря, я вообще не понимаю, что здесь можно обновлять. Название устройства Shield. Просто перейти в спящий режим здесь тоже есть. Перезагрузить, выключение, статус. Насчет статусов здесь версия Bluetooth недоступна, версия Wi-Fi недоступна. Скрыли стервецы. И информация об аппаратной конфигурации. Здесь просто какие-то вот у нас номера, описание Tegra X1 Plus M-C, LPDDR4 3 гигабайта и все. И Wi-Fi 4356. Программная конфигурация, какая-то версия блока питания. Короче, дальше юридическая информация, модель, номер модели, версия Android 9, есть сертификация Netflix, версия ядра, сборка, больше здесь ничего интересного тоже для нас нет. Экран и звук. Здесь у нас очень расширенное меню. Разрешение. Так как у меня сейчас подключен рекордер 1080p, то и приходится писать 50 Гц, потому что есть определенные защиты, а мы с помощью некоторых моментов обходим защиту, именно которая есть от записи в PlayStation 4, например, в NVIDIA Shield, и без ограничения вообще. То есть почему нам нужен еще и Dolby Digital, DTS, а обычные HDMI сплиттера рубят это на корню. У нас все это работает. Интеллектуальное масштабирование здесь тоже вынесено. Управление питанием. ЦИК здесь работает абсолютно охренительно. Плюс у нас в NVIDIA Shield 2019 года, кроме ЦИК, есть еще и вариант управления инфракрасными пультами различных телевизоров. У вас есть два варианта работы. Либо вы используете ИК управление телевизором, и либо вы изменить настройки ИК для телевизоров. То есть, если я выберу эту опцию, то он автоматически будет определять телек и сам подберет коды. Я, честно говоря, очень удивился, когда он мне выдал: у вас модель такая-то, коды настроены, нажмите на кнопку, мы потестируем, и все будет отлично. И у меня просто-напросто пульт начал работать еще и как инфракрасный пульт для телевизора, хотя я больше предпочитаю ЦИК режим. Теперь настройка инфракрасного пульта для ресивера. То есть у меня вот сейчас есть, к сожалению, здесь нет моего Harman Kardon. Давайте попробуем поиск нажать. Harman Kardon. Вот, результаты поиска Harman Kardon, проверочный код. Направьте вспомогательное устройство Shield на ресивер, звуковая панель, чтобы настройка управления питанием. Не знаю, о чем идет речь. Не знаю, вот направил на свой ресивер. Изменилась ли громкость? Нет. Сейчас. Проверочный код 2. Давайте проверим, что он там ищет. Он ищет просто-напросто инфракрасные коды под все ресиверы по ходу Harman Kardon. Нет. Проверочный код 3. Есть, слушайте. Он заработал, он схватил мой ресивер. Мать бы его за ногу. Отлично. Вот это мне нравится, ребят. Вот смотрите, теперь вы можете использовать вспомогательное устройство Shield, чтобы управлять питанием моего Harman Kardon. Класс, ребят, это нереально круто. Почему? Потому что, получается, я могу управлять еще и своим ресивером с помощью пульта, у которого нет даже поддержки ЦИК. То есть есть поддержка инфракрасного пульта. Пульт у меня давным-давно потерян, сломался, но теперь Shield пришел мне на выручку. Это одна из крутых фич, которых нет ни у одной приставки, вообще ни у одного смарт-ТВ-бокса, который я вообще видел в мире. Давайте, дополнительные настройки дисплея. А вот здесь у нас совсем все интересно. Соответствует цветовому пространству контента. Автоматически переключать дисплей между пространствами 2020, BT 2020 и 709. И HDR здесь работает отлично, но в YouTube HDR так и не заработал. Дальше тоже будем разбираться. Динамический диапазон автоматически, все нормально. Пользовательский режим дисплея. Здесь у вас тоже есть очень даже интересные настройки. То есть вы можете выбирать текущий режим дисплея, установить по умолчанию, фильтр по разрешению.
фильтрованию. То есть вы можете фильтровать, вы можете включить 720 бит. У меня дело в том, что он показывает в разрешениях 1920 на 1080. Мы потом вернемся с вами к экрану. Вот видите, он поддерживает дробные частоты. То есть мало того, что у него есть, допустим, 1920 на 1080 60 Гц, у него есть нативно 1920 на 1080 59 940 или 23 976. Фильтр по частоте обновления. То есть вот, смотрите, сколько у нас частот, поддерживаемых самим шильдом. То есть от 23 976 до 60 Гц все поддерживаемые частоты. И фильтр по цветовому пространству. Вы можете здесь выбирать RGB 8 бит, BT 709 цветовой профиль, 422 709 и 8 бит. Ну, у меня просто 8-битный рекордер, поэтому там, к сожалению, нет других профилей. Будут другие профили, еще 10 бит. И режимы дисплея, который вот сейчас поддерживает мой рекордер. Если его подключить к 4К телевизору, то здесь появятся совсем другие режимы. Выходим. Он поддерживает абсолютно все разрешения, вплоть до полного 4К, поэтому у нас здесь вопросов нет. Регулировка масштаба. Очень удобная регулировка масштаба. Кстати, единственная приставка, которая правильно, вот в LG телевизорах там обычно идет оверскан и вылазит изображение изначально за пределы экрана. То есть, когда ты подключаешь шильд к такому телевизору, он автоматически находит эти пределы. Не знаю, как они это делают, но мне не пришлось настраивать размер изображения на своем телевизоре LG. Хорошо, дальше регулятор громкости CEC мы уже с вами разобрались, то есть здесь отдельный у нас с вами регулятор громкости можно для телевизора именно. Можно использовать ЦИК, можно использовать инфракрасный порт. При регулировке громкости голосом использовать шаг 1, 2, 5, 10 и изменить настройки инфракрасного порта. Здесь тоже можно именно для телевизора. Дополнительные настройки звука. А вот здесь уже вообще все интересно. В дополнительных настройках есть синхронизация звука и видеоизображения. Отличная штукенция, настраивается очень просто. То есть есть звук, если у вас есть отставание, это тоже единственная приставка, которая позволяет это регулировать нативно в меню. То есть вы можете синхронизировать задержку звука или выставить наоборот отставание звука до изображения, чтобы у вас было просто полностью синхронно звук был именно с изображением. То есть вопрос бывает такой, у меня часто бывает в комментариях. Режим USB аудио вы здесь можете выбрать высококачественное стерео и Surround 5.1. Воспроизводить комфортный шум по HDMI. Используется этот параметр, чтобы включить-выключить воспроизведение комфортного шума по HDMI, когда звук отсутствует. Обработка звука Dolby. Можем выбрать форматы. У нас, кстати, форматы он поддерживает абсолютно все. Вот смотрите, какие у него есть. Dolby True HD, AAC, DTS HD, DTS и AAC, AC3, Dolby Matt, Dolby Atmos. Поэтому здесь вот вообще вопросов нет. Он проигрывает Dolby Atmos. Мы тоже на живом звуке увидим, что в Netflix мы будем видеть Dolby Atmos лицензию, поэтому это все круто. Микширование стереопотоки в 5.1 PCM. Это тоже такая себе функция, но для тех, у кого нет нормальной аудиоаппаратуры. В системе тут у нас интересно настроить быстрые настройки. Перейти в спящий режим, то есть это мы можем с вами включать либо выключать порядок отображения в главном меню в быстрых настройках. Например, мы здесь можем включить вспомогательное устройство Shield или вообще, знаете, что мы туда включим? Найти пульт управления и синхронизировать частоту кадров бета. Кстати, тоже крутая опция, пока она в бета-тестировании. Когда она выйдет из бета, мы обязательно доснимем видео. Не будем пока показывать. NVIDIA Share. Здесь мы можем с вами включить NVIDIA Share. Если мы включим эту опцию, то при удерживании кнопки Home у нас будет доступ к NVIDIA Share. Фактически. Вот, пожалуйста, разрешим. Давайте зажмем, посмотрим. И здесь мы можем с вами записывать, мгновенный повтор, трансляция, снимок экрана делать. Это тоже очень удобно, потому что есть такие, которые стримят на NVIDIA Shield, не знаю, что они стримят или записывают какое-то видео. Режим процессора. Вы можете выбрать оптимизировать, либо максимальная производительность. Если вы не играете, то в принципе оптимизировано будет нормально, хотя максимальная производительность для меня лучше, потому что я смотрю торренты 4К онлайн, и мне вот лучше, чтобы была максимальная производительность. Если вы смотрите стриминговые сервисы, то смело выбирайте оптимизированно, меньше потреблять будет, меньше греться. А вот режим охлаждения. Дело в том, что в NVIDIA Shield стоит активное охлаждение. Вы можете выбрать охлаждение
и тишина. Дело в том, что тишина, это он будет работать в тихом режиме в зависимости от нагрева. Охлаждение, это он будет работать постоянно с работающим кулером, то есть 100% времени он будет крутиться. Режим USB, здесь вы тоже можете выбрать максимальную производительность, режим совместимости, то есть он выжмет турбо из USB 3 портов, здесь USB 3.0 порты. И вот здесь тоже мы можем питание порта USB. Всегда выключать в спящем режиме и включен всегда, и порт второй выключать в спящем режиме и включен всегда. Тоже удобно, если у вас подключено что-то через USB, вы можете его отключать вместе с выключением. Вернее, когда приставка уходит в сон, то он будет отключать, потому что сам по себе Shield, он не выключается, он всегда уходит в сон. Для того, чтобы его перезагрузить, именно выключить, вам придется, конечно, передернуть розетку, поэтому вот так вот, очень хорошая опция. Хранилище. 12 гигабайт доступно из коробки, передача файлов на компьютер по USB, передача файлов по локальной сети. Кстати, есть такая штукенция, фактически это Samba сервер, вот такой вот Samba сервер для... Вот, пожалуйста, имя пользователя, пароль, IP-адрес, вы можете получить доступ с вашего компьютера. То есть фактически это сервер, при котором вы сможете получить доступ, введя имя пользователя, пароль, подключить его как сетевой диск в одной сети и получить доступ к папкам Shield. Отличная тоже штукенция, выключим пока. И что у нас здесь есть? Подключить сетевой накопитель, подключить сетевое хранилище к Shield. Тоже такая себе, мое сетевое, вот, доступное сетевое хранилище Desktop CU. И добавить сетевое хранилище вручную можно. Давайте подключить вот, доступное сетевое хранилище Connect as Registered User. Вводим пароль, логин, и он подключится в виде папки на ваш NVIDIA Shield. Главный экран. Здесь у нас есть настройка каналов. Вы можете здесь отключать различные каналы. В частности, мы давайте рекламный канал выключим, чтобы он нам не мозолил глаза. Выключим VLC. Что же у нас еще есть? То есть упорядочить приложение, упорядочить игры, стандартная функция. Google Ассистент. Что у нас с Google Ассистентом? Фильтр нецензурных слов отключаем. Теперь заставка абсолютно местоположение. Заставка стандартная. Единственное, здесь есть опция не переходить в режим сна при прослушивании музыки. Тоже, кстати, классная вещь, потому что я использую Play Music очень часто и люблю слушать музыку. Встроенная технология Chromecast. Здесь есть Chromecast, как у любого сертифицированного устройства. Сейчас мы с вами попробуем это с вами запилить беспроводную проекцию. Нажимаем вот транслировать на Shield. YouTube включился у меня. Вот я сейчас транслирую YouTube на Shield. Давайте нажмем какой-нибудь воспроизвести микс. И пошло воспроизведение. То есть Chromecast абсолютно шикарнейше работает. Потому что сетевые модули тут... Сетевые модули, ребята, вы еще сейчас увидите. Мы будем когда тестировать их, вы поймете, о чем я говорю. Ну и больше у нас ничего такого нет. Есть пульты и аксессуары. Кстати, я очень был удивлен. Дело в том, что новые шильды идут без геймпадов. Я сейчас отключу вспомогательные устройства. Давайте вот Shield мы отключим и добавим устройство. Дело в том, что он полноценно поддерживает геймпад и Pega 9090. Я очень сильно был удивлен. Я на нем играл и в эксклюзивы Shield, и плюс играл в GeForce Now игры, поэтому у меня как бы вообще вопросов не возникло. Вот он подключен, и он управляется. Он даже у меня там один раз выдавал, что это NVIDIA Remote Controller. Не знаю, как это было возможно, но он действительно работает. В меню вспомогательные устройства Shield, пульт управления. Активно вы можете здесь выполнить сопряжение вспомогательного устройства и краткое руководство. Это если вдруг вы купили геймпад фирменный от Shield, вы можете здесь именно сделать сопряжение. Кнопка настройки параметров. Классная штука. Здесь вот эта вот кнопка субменю, вы можете здесь выбрать под нее различные действия. Например, открыть приложение, вид открытия приложения, то есть последние запущенные, выключить звук, открыть быструю настройку. Там очень много различных вариантов. Открыть меню NVIDIA Share, начать запись видео в NVIDIA Share, начать трансляцию, включить-выключить масштабирование, улучшенное с помощью ИИ. Я ставил режим демонстрации интеллектуального масштабирования, потому что мы еще с вами должны разобрать, что это такое. Все, наконец-то мы меню настроек закончили. Поехали с вами в AIDA 64. Здесь у меня больше, конечно, вопросов, чем ответов. Мы еще устроим, конечно же, баттл между NVIDIA Shield 2017 года и 2019. Но пока что я подозреваю, что сделали NVIDIA. Что они сделали? Они взяли старый процессор NVIDIA Shield, который стоял Tegra X,
получили лицензию Dolby Vision и влупили туда, просто-напросто обозвали его по-другому. Это то же самое, как было с iMlogic S922X. Они получили лицензию Dolby и назвали процессор из S922XH. А по сути это тот же процессор с такой же производительностью. Всего памяти 3 гигабайта, доступно почти гиг. Ну, у меня много всего открыто. Во внутреннем хранилище 1.64 из коробки. Версия Bluetooth 4+, но здесь 5.5 Bluetooth. Дело в том, что AIDA 64 не определяет Bluetooth 5 вообще, но пишет просто версия 4+, это значит выше 4. Центральный процессор NVIDIA Tegra X1. А где же NVIDIA Tegra X1+, как они там заявляли? T210, это все тот же процессор. С 8-ядерный, 4 ядра Cortex A53, 4 ядра Cortex A57. Все тот же 20-нанометровый техпроцесс. Набор инструкций 64 бит. Да, прошка 64-битная, в отличие от NVIDIA Shield простого. Там 32-битная вот бочка, которая, да, там 32-битная архитектура. Ревизия точно такая же, число ядер 8. И это до 2 ГГц. Далее, за отображение у нас отвечает, что у нас там, NVIDIA Tegra, 256 CUDA ядер CUDA, как их называют, для обработки графики. Это крутой видеоускоритель. Для чего он используется? Он используется всего лишь для эксклюзивов. Если вы играете в GeForce Now, то там абсолютно такой видеоускоритель не нужен. Сеть мы сейчас будем проверять отдельно. Температуры у нас нет термодатчиков, само собой. По кодекам у нас вообще здесь все идеально. В том числе здесь есть Dolby Vision, который действительно работает. Теперь мы с вами разберем немножечко тротлинг-тест. Тротлинг-тест мы делали, хотя он и не поддерживается самим производителем, грубо говоря, тротлинг-тест, они схитрожопили. Тротлинг-тест абсолютно зеленый, никто не сомневался, это часовой тротлинг-тест, хотя здесь написаны нули. То есть мы просто-напросто тормозим в 59-50 и показывается зеленый график. То есть когда я вам сейчас покажу, как работает здесь тротлинг-тест. Но что самое интересное? Самое интересное, что у него производительность именно самого процессора. Я не беру системы в целом вместе с графическим ядром. У него производительность на уровне iMlogic A311D процессора. Хотите, попробуйте оспорить данные слова. Но процессор здесь имеет 115-381 гига IPS максимально. Средний 113-765 гига IPS. Это фактически уровень VM3, Hades VM3. Да, это уровень Hades VM3. Вот графическое ядро здесь догоняет всю остальную производительность в синтетических тестах. В мультиядерном тесте, то есть когда мы будем устраивать в многоядерном тесте, в многопоточном тесте, когда мы будем устраивать батл шилда с разными смарт-ТВ-боксами, мы вам покажем, что процессор именно здесь, он имеет, конечно, очень много преимуществ из-за своих лицензий, но по уровню производительности он действительно не быстрее, чем последние предложенные процессоры от iMlogic. Правда, которые работают на частоте 2,2 ГГц. Я вам обещал показать, как здесь работает тротлинг-тест, чтобы не пугались тех, кто покупает NVIDIA Shield. И вот он выглядит вот так вот примерно. То есть он не работает. Единственное, вы можете по графикам видеть, что у вас частота не проседает, поэтому она не тротлит. А частота абсолютно ровная. И здесь уже можно не смотреть, потому что график, нас интересует именно вот этот вот зеленый график на этих 4 штуках. Единственное, что здесь при любом движении мышки у вас будет срабатывать здесь красная зона. Даже используя стандартный Analyte, вы получите здесь максимальную производительность модулей 5 ГГц. Analyte не самый лучший тест для тестирования на внешний интернет. То есть, но при этом даже на какие-то сервера мы получаем 244 на загрузку и порядка там 260-250 на выгрузку. Мы сейчас это все будем с вами тестировать на спид-тесте обязательно. Тестируем мы сейчас это все на Tenda AC10. Мы специально не гилили какие-то роутеры огроменные. Вот, кстати, спид-тест тоже у нас в простом меню, он поддерживаемый. Поехали на внутренних наших серверах тестовых. Реалан, давайте начать. И здесь мы с вами видим уже совсем другую картинку. То есть NVIDIA Shield спокойно выжимает 370 мегабит, почти 380 мегабит по Wi-Fi 5 ГГц. На секундочку, это на Tenda AC10. Что будет, если я его подключу на что-нибудь покруче, типа Tenda AC18 на прошивке Hugo?
там будет совсем другая ситуация. 376 на 329. Это Wi-Fi 5 ГГц. Давайте с вами проверим LAN RJ45. Сейчас подключим. Это обязательно нужно, потому что это очень интересно. Поехали, LAN RJ45. Ради интереса даже, наверное, вот сейчас переподключу на AC18 на стандартной прошивке. Давайте, LAN RJ45, проверяем, тестируем. 848 на загрузку и 752 на выгрузку. Ну и 2.4 показывает результат намного выше среднего. Это 74, ну, кстати, не самый лучший результат в 2.4 диапазоне. Вот совсем не самый лучший результат. Nintendo AC10, например, югусы выжимают под сотку, иногда даже больше. Здесь вот мы имеем такой результат 74,6 на 50 на 60. Ну, короче, примерно так же. Но это тоже очень неплохо. Хотя я вам скажу, иметь такой мощный ТВ-бокс и не иметь 5 ГГц это преступление. Вообще преступление. Слушайте, вот просто интереса ради давайте его переподключим на стоковую, на Nintendo AC18 и посмотрим на Wi-Fi. Поехали на все тех же серверах. И тут мы имеем 371 на загрузку и 399 400 на выгрузку. Я вот видите, кстати, вот разница Nintendo AC10, Nintendo AC18 стоят рядом, мы уже имеем разницу в приросте. Я думаю, что если я переключу его на другой еще роутер, то мы получим еще больше 400. Давайте еще разик попробуем Wi-Fi. Давай, 351 на 417. И, в принципе, системные тесты мы закончили. У нас больше тестировать нечего. Кстати, забыл сказать, что здесь есть Plex Media Server. Об этом будет отдельное видео, потому что если мы будем сейчас разбирать Plex, то мы не уложимся вообще ни во что. Начнем именно с YouTube и апскейлинга. Апскейлинг крутая штука. И крутая штука настолько, что все так ее восхваляют, но есть одно но. Мы это но проверяли не раз, и проверяли его на простом шильде и на этом шильде, который вот на прошке. Давайте выберем с вами 4К 60 FPS. А вообще лучше возьмем мое видео какое-нибудь. Почему? Потому что, чтобы мы видели результат, чтобы не было претензий правообладателя именно в 4К. Вот, наш 4К геоплейсы, и берем с вами любой ролик. И будем его сейчас апскейлить в зависимости от разрешения. Сейчас он заиграл 4К. Насчет того, что Nvidia Shield TV Pro будет воспроизводить 4К 60 FPS, то здесь вообще как бы вопросов нет. Вот вопрос, как он его будет апскейлить и будет ли вообще. Мы выберем с вами другое разрешение. Например, вот 720p базовый. Если это базовый 720p, который апскейл, самый простой апскейл до разрешения. Он мыльный, все мы видим, что он мыльный. Как только мы включаем улучшенный апскейл с помощью искусственного интеллекта, мы видим, что у нас появляется, да, он становится вроде бы как вот четкий, но на очень движущихся объектах мы видим, проявляется именно в движении мыла. Вы можете видеть это именно на движущейся листве. То есть, если брать статические картинки или мультики, то это будет работать, конечно, круто. То есть, сейчас он это апскейлит в максимальное изображение. Давайте еще дождемся какой-нибудь сцены повыше. Вот здесь шикарно видно, что именно на кромках листвы. Если это статичное изображение, то как бы вопросов нет, он его апскейлит идеально, но и то мыло, вот я вам сейчас покажу, вот в этой части, если вы обратите внимание, то это будет мыло. То есть то, что оно заявили, это все круто. Действительно становится изображение четче. Вот мы включили. Можем включить две рядом картинки сейчас идут, базовый и апскейленный, да, то есть мы видим разницу. Это мы 720p. Если мы включим разрешение пониже, давайте 480p, то вот базовый, это размытая вообще фигня, 480p, да, он делает его четче. То есть реально старые видео вы можете смотреть немного четче. Сказать, что это супер вау эффект, нет, я не скажу. И знаете почему? Я заметил одну интересную вещь. Давайте включим еще какое-нибудь видео. Сейчас мы вам покажем 3 момента, как работает апскейл, вот базовый, как он есть, апскейл и оригинал видео в 4К. Вот, пожалуйста, смотрите, у нас есть базовый. Слева вы видите базовый. Посерединке вы видите апскейл с помощью ИИ.
И видите, допустим, и видите справа у нас полностью вот оригинал этого ролика, так как он должен быть. Насколько вы видите, что оригинал, до оригинала, конечно же, далеко, но базовый именно это вообще мыло. Посерединке это хорошо. Остановим сейчас наш апскейл. И сейчас, наверное, в меня полетят тапки, скажут: Bubble, ты дурак. Почему? Объясню. Потому что вы видите, что я апскейлю с 480p. А знаете почему так? Потому что этот хваленный ИИ, который апскейлит, он не апскейлит, допустим, из 720p в 60 fps. Не верите? Давайте проверим. Давайте я сейчас включу 720p. Это ролик 60 fps. И попробую включить апскейл. Это базовый 720p, мыленный 60 fps. Если я включу, то вы видите режим улучшенный с помощью ИИ не активен. Неподдерживаемая частота кадров. То есть, ребята, секундочку. Если я где-то найду 720p, кстати, и 50 Гц он тоже не поддерживает, не верите? Давайте проверим. У меня есть, я специально создаю ролики в различных форматах. Вот, пожалуйста, 720p, тут такая дымка, давайте найдем что-то более четкое. 720p, попробуем апскейл. Он тоже не поддерживает, он поддерживает всего лишь 30 либо 24 кадра. Кстати, интересно, давайте попробуем проапскейлить 24 кадра. Вот давайте попробуем еще раз включить. Неподдерживаемая частота. Давайте, у меня есть и 24-кадровый ролик. Мы разные снимали специально для тестов. Вот держим такие. Давайте, вот 24-кадровый ролик. Попробуем. Да, вот здесь вот он апскейлит 24 кадра и он апскейлит 30 кадров. Все остальное он не апскейлит. Упс. То есть кино, да, вы посмотреть сможете в апскейле старый фильм более четко, в большей четкости. Но если вы хотите смотреть YouTube с апскейлом, то это не получится. Теперь другая сторона медали этого самого апскейла. Я заметил, что он хорошо работает. Он действительно хорошо работает. Если сравнить с тем мылом, которое было, и что мы получаем на выходе, то это хороший результат. Насчет HDR YouTube. Мы с вами сейчас перейдем вообще насчет HDR. HDR поддерживается, просто некоторые сейчас начнут меня холиварить, что вот если в YouTube не поддерживается HDR, то в Smart YouTube TV он поддерживается. Сейчас мы перейдем на прямую запись телевизора. Я заранее прошу прощения за качество исполнения этого самого дела, потому что по-другому мы записать HDR не могли. Рекордера HDR у нас нет, да его ни у кого нет. К сожалению, рекордеры в HDR не пишут. Но вы основную мою мысль увидите, и давайте так, переходим, а потом резюмируем тот момент, который я вам сейчас покажу. NVIDIA Shield Pro. Проверяем мы рабочесть HDR в различных приложениях. Explore. Заходим, мы с вами проверим для начала, как у нас работает тестовый ролик в HDR. HDR у нас включился, справа вверху мы видим HDR значок, и мы с вами выведем информацию. Вы видите BT2020 сейчас, HDR 2160. Ну, не знаю, видно вам или нет, но слева в углу это есть. Вы видите сейчас BT2020 2160 HDR. Хорошо, HDR у нас работает, это приятно. HDR в тестовых роликах, мы это тоже с вами понимаем. В Netflix, то есть в таких приложениях, как Netflix, Prime и подобных, давайте с вами выберем какой-нибудь фильм. Это Ultra HD 4K Atmos. Мы видим надпись Atmos. Это у нас в Atmos фильм без HDR. Чтобы потом не говорили, что у нас был, да, в Dolby он выводится. Все отлично. То есть лицензия у нас есть. Лицензия есть. И, кстати, на Dolby Vision в том числе. Давайте теперь найдем какой-нибудь фильм, который у нас есть в HDR. И проверим здесь рабочесть HDR. Вот HDR. Но нам интересно HDR с Atmos. Давайте. HDR. Нет. Вот. Our Planet. HDR с Atmos. И он пошел сразу же воспроизводить в HDR. Очень все красиво. Мы покажем сразу же инфо. Это HDR BT2020 и тоже Dolby Atmos. Здесь все это проигрывает в Dolby. Ну вот вопрос, который мучил, наверное, многих. Есть ли HDR в YouTube? Нет, к сожалению, в HDR YouTube нет. И DRM Info нам это показывало. В принципе, мы с вами сейчас выберем 4К 60 FPS. Стандартный ролик с HDR, который проверяли Коста-Рика.
Она загружается, пожалуйста. У нас HDR не включился. Мы видим VP9 BT709 профиль цветовой. Поэтому, к сожалению, они не шагнули вперед в этом плане, но есть еще Smart YouTube TV, многие мне скажут, и Smart YouTube TV мы тоже с вами сейчас проверим. Там я чуда не ожидал. Да, в принципе, его там и нет. Давайте мы с вами посмотрим тоже 4К 60 FPS, 4К в YouTube, Smart YouTube TV. Сейчас проигрывает у нас, так, смотрим, что у нас сейчас проигрывает 4К 60 FPS. Если мы поставим HDR, то у нас картинка зависнет. HDR он не работает, не хочет. Если поставим обратно без HDR, то картинка продолжает двигаться и все у нас отлично. Давайте какая-нибудь более динамичная. Вот HDR и без HDR. Все продолжает. Также многие могут сказать, что есть же вариант проигрывания HDR через Kodi. К сожалению, Kodi тоже не позволяет проиграть контент на YouTube с HDR. Мы можем с вами сейчас зайти в дополнение. Давайте даже в настройках сразу же мы посмотрим видеодополнение YouTube. В MPEG Dash мы выставим HDR для 4К. Люблю смотреть 4К ролики. Заходим в YouTube. Давайте выберем в поиске 4К 60 FPS. И та же самая Коста-Рика у нас просто не запустится. То есть она запустится без HDR, к сожалению. Ну что ж, с LV, с YouTube HDR здесь действительно так сложилось. Ну вот Elementum при просмотре 4К фильмов через торрент у нас с HDR как раз все в порядке. Это значит, что все скачанные фильмы, все фильмы в торренте, на торрент в 4К с HDR вы сможете смотреть. Давайте загрузим Мстители Финал. Вот как раз есть 4К HDR с Dolby Audio. И у нас HDR включился, и автофреймрейт сработал, в принципе, вообще все отлично. Смотрим информацию, инфо включаем. HDR, BT2020, Dolby Audio у нас заработало. Все супер, ребят, здесь у нас как бы вопросов нет. Вы увидели про HDR, да? И вот резюме этого маленького отрезка таков, что HDR рабочий. Он будет работать у вас при проигрывании торрентов, он будет у вас работать при проигрывании в Netflix, у вас будет Dolby Atmos в Netflix, Dolby Vision в Netflix, но HDR в YouTube у вас ни при каком раскладе не будет. Вот такое вот мое небольшое резюме. Поехали дальше. И следующая часть марлезонского балета — это транскодирование звука. Сам производитель NVIDIA заявляет, что у них по аудио, читаю вам, цитирую, есть поддержка Dolby Audio, декодирование Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby Atmos. То есть Dolby Atmos у них на аппаратном уровне, имеется в виду есть декодер, лицензия. DTS-X через HDMI Pass-Through. Отлично, хорошо, хоть так. Теперь есть у нас Dolby True HD через Pass-Through и DTS HD через Pass-Through. То есть все остальное декодирует, кроме Dolby True HD, DTS X и DTS HD. Транскодирование в коде нам не принесет никаких сюрпризов, потому что он действительно транскодирует и True HD, и DTS HD, DTS X, к сожалению, мне проверить не на чем. И Dolby Atmos вы видели напрямую, когда мы снимали телевизор, имеется в виду, когда мы напрямую снимали телевизор. Так, по True HD звуку сейчас мы с вами попробуем воспроизвести, во-первых, тяжелые фильмы. Вот у нас есть USB накопитель, идем тест ролики и фильмы. Dolby, давайте попробуем Dolby True HD, это нас очень сильно волнует. Dolby True HD есть, вообще не вопрос, все отлично. Dolby Digital Plus, тоже Dolby Digital Plus есть. DTS Lossless, DTS HD Master есть, отлично. Давайте попробуем простое DTS ядро. Тоже DTS 5.1 есть. Ну, здесь у нас не было с вами DTS HD Hi-Res. Пробуем. DTS HD Hi-Res тоже работает. Здесь у нас не должно было с вами быть никаких вообще как бы сюрпризов. И DTS HD Master тоже должен был заработать. Вот еще один тестовый ролик. Что касаемо на моем, конечно, ресивере, если я запущу Dolby
Atmos, то мы получим вот такую вот штуку. В моем случае он его транскодирует Dolby Digital Plus, но на ресиверах Dolby Atmos он будет с Dolby Atmos. Вообще он его декодировать может, у него есть лицензия. Что касаемо DTS X, можем еще попробовать. Он его транскодировал в DTS HD Master. В моем случае вообще это будет DTS X на ресиверах, которые поддерживают этот самый DTS X. Давайте попробуем тяжелый фильм Капитан Марвел на 49 гигов, по-моему. Он тоже воспроизводится, и, кстати, в Dolby Digital. Ребят, со звуком здесь вот более чем круто. Ну и получается, что из мультимедиа у нас работает практически все. YouTube у нас работает, апскейлинг работает, проброс звука, транскодирование звука работает. Netflix у нас работает, вы это уже видели. Prime есть, я удалил его просто, Prime этот меня задолбал. Давайте еще проверим, я не знаю, что мы еще можем проверить. Мы можем проверить с вами 4К торренты онлайн и можем проверить с вами 4К, допустим, IPTV телевидение. Вот у нас есть, давайте Love Nature 4K. Это 4К IPTV канал. Пожалуйста, работает. Конечно же он и будет, какая милая картинка, конечно же он и будет работать. Никаких вопросов это не вызовет, потому что это Nvidia Shield TV Pro 2019 года. И с 4К IPTV телевидением он справляется тоже просто шикарно. Давайте еще какой-нибудь Евроспорт 4К тест запустим. 3840 на 2160 тоже работает абсолютно идеально. Кстати, это все на Fox TV у нас работает. В Украине. Многие жалуются, у меня 4К каналы не тормозят. Все зависит, наверное, от вашего интернета. Выходим 4К, мы понимаем, что работает. Мы добираемся с вами потихонечку до... Да, еще забыл, Live Channels работает. То есть включаем сейчас IPTV телевидение. Это то телевидение, которое работает у нас окно в окне. Можно выбрать вот кадр в кадре. Вот в таком варианте можно его открыть, остановить. Можно в таком варианте, можно на весь экран. И Live Channel здесь тоже работает. Давайте зайдем в 3D Mark. Производительность процессора у нас на уровне iMlogic S922X или iMlogic A311D. Но у нас есть с вами графическая составляющая. 256 ядер, графический ускоритель, и вот результаты в 3D Mark. Ice Storm Extreme максимум, само собой. Ice Storm простой 40 886 баллов. Это как минимум в 2 раза больше в OpenGL ES 2.0. Если брать OpenGL ES 3.0 или 3.2 или Vulkan, к тому же здесь поддерживается, то здесь в 4,5 раза производительность выше именно в Slingshot и где-то в 3-3,5 раза выше в Slingshot Extreme. Учитывая то, что здесь есть Vulkan, то еще и в Vulkan здесь есть 4286 баллов, даже выше, чем в OpenGL ES 3.1. Здесь 3.1, кстати, забыл. Поэтому поиграть на этом можно. Для игры мы будем использовать IPEGU 9090. Она полностью совместима с Nvidia Shield. Вернее, Nvidia Shield полностью совместима с IPEGU 9090. Nvidia Games — это основной игровой сервис. Вы видите, что у меня здесь есть Doom 3 BFG, Half-Life 2. Что еще у нас есть? У нас есть Tomb Raider, он в библиотеке. Также это бесплатно на Shield. Что Borderlands бесплатно. Из бесплатных есть у нас Saints Now, Sniper Elite, Batman, Deus Ex, Zef, Mini Ninjas, Гарри Поттер. Очень много всего, самое популярное. И есть у нас еще, кстати, игры с ПДУ, это с пультом. Можно поиграть вот с пультом игры без геймпада, Skyforce тот же самый, Real Racing, Epic Heroes. И вот есть уже более там посерьезнее, где-то тут онлайн-мультиплееры есть. Мы сейчас с вами сыграем обязательно во что-то, ролевые, игры на Steam, кстати. Насколько, вот Doom 3 BFG у меня установлено, насколько, даже стратегии есть какие-то. Насколько мы сможем с вами поиграть на Nvidia Shield Pro, мы с вами сейчас разберемся. Я имею в виду, допустим, тот же Blizzard. Или же GeForce Now игры, вот они, Steam, у нас есть отдельно Steam. Поэтому поехали. Для начала мы поиграем в какие-нибудь эксклюзивы типа Half-Life 2 и Doom 3 BFG. Оу, надо подключить геймпад наш. Геймпад уже подключен, нажимаем. Давай. Гейм-контроллер у нас есть. То есть на IPEGU 9090 он его определил и готов
работать с ним. Выбираем аккаунт, BZA. Классная игра, кстати, Doom 3 в BG. И вот именно для чего нужен нам графический ускоритель? Графический ускоритель нам даже не нужен для стриминговых игр, которые там есть в Steam. Нам нужен именно для вот этих вот эксклюзивов, которые мы можем скачать из Play Market. Но вот Nvidia пошла по такому пути, засунула сюда зачем-то этот ускоритель. Конечно, он мощный. А вот, кстати, первая проблема. Он не хочет проверять мою лицензию Doom 3. Вот это да, вот это сюрприз. Почему? Потому что я эту игру покупал. Я сейчас подключен к сети. Давайте проверим. Да, я сейчас подключен к сети. У меня, если я зайду в... Вот, она у меня установлена из маркета. Почему я не могу в нее поиграть? Она не проходит аутентификацию, лицензию. И вот это вот очень обидно. Что это за фигня? То есть это баг. Это баг, скорее всего, баг с переходом на GFN. Посмотрим сейчас. Он не видит сети. Просто не хочет ее видеть. Эх, поиграл в Doom. Doom не работает. Ладно. За Doom мы заплатили ни много ни мало $8. Давайте вернемся в Nvidia Games, запустим Half-Life 2. Half-Life 2 должен работать 100%. А подождите, он, кстати, в игре апскейл включает? О, в игре он, кстати, апскейлит. Ну, блин. Если это можно назвать апскейлингом, он его таким делает, знаете, вот если сделать его очень-очень таким четкость, знаете, на фотографиях, если задрать четкость, загрузить игру, я даже уже тут начинал играть, Half-Life 2 заработал, а Doom 3 BFG все, он не хочет лицензию проверять. Все, Doom 3 BFG, я потратил деньги зря. Ну, показываю правду как есть. Если у кого-то заработает Doom 3 в BFG, поделитесь, очень хочу поиграть. Само собой, Half-Life 2 работает. Но Half-Life 2 это не единственная платформа, где мы запускали ее, поэтому не так уж здесь и требовательно. Не нужен здесь вообще такой суперпроизводительный 256-ядерный, скажем так, ускоритель, чтобы играть в такие игры. Я на Hades VM2 играл еще в Half-Life, кстати. Я запускал его на Hades VM2. Слушайте, а тут куда бежать дальше? Ага, сюда. Выходим из этой игры. Давайте закончим этот процесс. Да, 9090 полностью у нас совместим контроллер с Nvidia играми. А если вы хотите поиграть во что-нибудь посерьезнее, то можете выбрать что-то именно стриминговое. Давайте, например, Tomb Raider с вами сейчас зашпилим. Кстати, через Wi-Fi 5 ГГц. Итак, Tomb Raider включился, поехали, давайте. У меня есть уже сохраненная игра, он, конечно, показывает у меня какие-то большие задержки, но все-таки я далеко нахожусь. Но я вам честно скажу, что для того, чтобы играть в стриминговые игры, вам придется зарегистрироваться на GFN.ru. Работает это все отлично. Кстати, апскейл здесь тоже, по-моему, работает. А нет, не поддерживаемое содержимое. То есть в играх апскейла не будет. Апскейла в играх не будет. Куда нам дальше бежать вообще? Где мы оказались? Где мы очутились? Куда нам бежать? Что мы здесь должны подобрать? Но игры действительно, блин, крутые. Вау! Твою мать, куда я упал? Куда я упал? В какой-то лес. Что происходит вообще? Найдите укрытие от бури. Что за вообще за лажа? Мы найдем-то укрытие и играть на этом действительно сплошное удовольствие. Потому что Nvidia Shield TV Pro это вот та ситуация, когда действительно Smart TV Box игровой. Да, есть игровые, есть TV-боксы, на которых можно отлично играть, допустим, в PUBG Mobile. Но вот отличие, если вы хотите поиграть в PUBG Mobile, то вы этого не сможете сделать на Nvidia Shield TV 2019 года на Pro-версии, потому что Mobile-версия требует лицензию, у меня так ее не удалось запустить, может быть кто-то найдет какую-то ломаную, запишет кэш, да и 16 гигабайт маловато, откровенно вам скажу. Поэтому, если кто-то сможет запустить PUBG Mobile на Nvidia Shield TV, то дайте знать, мне интересно, как это будет работать. Но игры на Nvidia действительно крутые. Жалко, что Doom 3 BFG не заработал. Будем эту заставку уже, в принципе, будем выходить. Игра, вы поняли, я очень много раз ее показывал. То есть очень крутая игра, поэтому надо попробовать еще что-нибудь. А вот для того, чтобы поиграть в игры Blizzard, вам понадобится полноценная мышь, у меня вот такая вот, и полноценная клавиатура.
ее пришлось подключить через USB, потому что ввести свой пароль виртуальной клавиатуры для введения пароля нет, к сожалению, в этом самом Blizzard. Но на NVIDIA Shield Pro это все можно сделать. О, мне еще и код безопасности нужно ввести. Давайте проверять код безопасности. Но пусть лучше коды безопасности будут, чем их не будет, чтобы не ломанули мой аккаунт. Хочу сыграть в Hearthstone, моя любимая игра, хотя в Hearthstone на андроиде я и так мог сыграть. На чистом андроиде, по крайней мере. Ну да ладно, здесь он должен, по идее, работать в каких-то максимальном каком-то качестве. Может быть, попробуем еще сыграть с вами во что-нибудь потяжелее. Hearthstone заработал, не знаю, вроде бы все нормально. Попробуем в настройках, что у нас там показывает. 1920 на 1080, но, честно вам скажу, как-то мыльновато. Я подозреваю, что это все из-за стриминга. Он меняет качество конечной картинки от самого, допустим, варианта соединения. Сейчас у нас задержки какие-то, то есть сервера находятся где-то далеко, не знаю, где он. Все говорят там, ты GFN.ru. Я, кстати, зарегистрирован на GFN.ru, и клиент я когда на компьютер качал с GFN.ru, но он автоматически переключает меня на европейские сервера, не дает он мне на Россию заходить, определяет все-таки каким-то образом. Итак, слушайте, ну работает и достаточно неплохо. То есть на NVIDIA Shield TV Pro 2019 года, да, в принципе 2017, можно поиграть вот такую вот прелестную штуку. Не будем долго тратить время на игры. Сейчас мы сыграем буквально пару каких-то ходов. Но стримит он Blizzard неплохо. Неплохо стримит Blizzard. Все отлично. Давайте выйдем из игры. Мы сейчас именно выходим. Что у нас здесь есть еще? Есть Overwatch, есть World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft 3, Diablo 3. Давайте, слушайте, Diablo 3 сыгранем. Да, Diablo 3 играет, работает. Мой герой, кстати, я давно не играл, что-то подзабросил. Очень мне нравилось Diablo 3, а потом разонравилось. Слушайте, ну здесь вообще все шикарно. Кстати, графичка это прикольно, он в самой игре графику прорисовывает очень хорошо. Мне это определенно нравится. Можем играть. Давайте там какую-нибудь фигнюшечку с вами поставим. И побежали. Что у нас там есть? О, в тень перейдем. Давайте. Слушайте, бомба. Мне именно нравится. Вот именно заходит. А давайте попробуем, я не знаю, StarCraft 2. То есть StarCraft 2 на NVIDIA Shield TV Pro 2019 года. Вы знаете, а я не вижу никакой разницы между тем, как я играл на компе, и тем, как я играю на NVIDIA Shield TV Pro 2019 года. Охренеть, я играю в StarCraft 2 на Smart TV боксе. Это одна из самых крутых штукенций, которые я когда-либо видел. Но она и стоит соответственно, поэтому мы должны с вами понимать. Давайте произведем наших рабочих, куда-нибудь их сюда поставим производиться и пойдем немножечко поразведаем. Слушайте, вообще отклик идеальный отклик. Я играю сейчас через Blizzard в StarCraft 2. Я думаю, что и Fortnite можно поиграть без проблем. Ребят, мне абсолютно нравится. Абсолютно нравится. Давайте выходим, будем уже, наверное, резюмировать. И вообще насчет игровых возможностей, насчет игр на NVIDIA Shield TV Pro 2019 мы выпустим, наверное, отдельное видео. Во что играть, как настраивать, как регистрировать аккаунты, как этим делом всем пользоваться. Получится крутой видос, поверьте. Поэтому сейчас мы снесем вот этот вот корпус Мебиуса и будем выходить, потому что я сейчас залипну, и вы потом меня хрен оттянете, обзора никогда не дождетесь. Все, заканчиваем. Вывод 1. Это самый крутой Smart TV Box, который есть на рынке. Реально, если вам нравится, конечно, мучиться там с ZIDU, с тем, что там есть автофреймрейт только в родном плеере, это уже сугубо ваше дело, сугубо ваше мнение, но самый крутой по игровым возможностям, по возможностям графической системы, по апскейлу, по воспроизведению торрентов 4К онлайн. Это самый крутой ТВ-бокс на рынке. Мы однозначно его рекомендуем. Мы считаем его топом мировым по Smart TV-боксостроению. Именно из раздела Smart TV-боксостроения. И что я могу вам сказать? Что если вы имеете
деньги и хотите какой-то топ, то это только Nvidia Shield TV Pro 2019 года. Но если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Не пропускаем наши дальнейшие видео про этот самый Nvidia Shield. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока, ребят.